У меня еще вот такой вопрос, который, собственно, меня просили задать. А, м, Греховно это или не греховно, когда, допустим, христианка выходит замуж за мусульманина, накладывает это какой-то негативный отпечаток на их дальнейшую судьбу, на их род, проклятие там какое-то или что-то такое? Ну, еще раз говорю, конечно, такой паре будет очень тяжело, потому что обычно родители, ну и вообще диаспора, они препятствуют этому, стараются. У меня родственники так поступили. Моя родная сестра вышла замуж за мусульманина. Вот. И, в общем-то, если бы так вот внешние обстоятельства мне не очень мешали, хотя они такие неплохие люди, у них, в общем-то, получается все-таки. Я считаю, что это их счастье зависит не от того, что мусульманин и христианин, а насколько они доброжелательны друг к другу, насколько умеют любить, просто как человек человека. Потому что один Бог у нас на всех на земле. Поэтому, исповедуя как угодно Бога, главное при этом быть очень порядочным, честным и добрым человеком. Это главное. Вот и все. То есть, если они любят друг друга, Конечно, то они конечно, могут не рожать проблема. детей, Да. воспитывать их совместно. Только не надо вносить сюда вот эти какие-то законы. Вот у меня так законы, а у тебя так по-мусульмански. Давай отметем все и будем жить в здравом смысле. Что нам хорошо и тепло, и в любви, то и будем делать. Я учту какие-то твои нюансы, а ты мои. И будем мирно существовать. Детей растите, чтобы они жили в радости и смотрели, как папа и мама дружно и весело проводят время. И тогда у девочки и у мальчика они скажут: да, я тоже в брак хочу, мне хочется такой счастливой жизни. А когда идут дрязги и скандалы или пьянки, ребенок смотрит и говорит: да ни за что я в такой брак не пойду, зачем мне все это надо? Мы же сами начинаем разрушать будущее своих детей, вот, ну, скажем так, воспитывая в них просто антагонизм, вот, скажем так, к браку. Вот. Они просто не хотят, они видят, что мы не умеем жить в браке. Например, Это читал недавно, что вот именно несчастье в семье князей Юсуповых именно начались тогда, когда произошло это смешение крови. Это... Ну, тут есть определенные, да, тенденции, но тут эти исследования я бы не хотел сейчас выносить, потому что сказать А, Б нужно до буквы Я довести, потому что иначе это может быть в какой-то степени задеть какую-то диаспору. Следовательно, надо исследовать вопрос очень просто, ясно и последовательно. И выложить, когда ты все расскажешь, между точкой А и точкой Б будет полностью логика. А когда ты говоришь вот это и это, мне говорят: а с чего это вы взяли? Я говорю: потому что вот так и вот так. А это с чего взяли? Потому что вот так и вот так. И поэтому нужны часы, чтобы изложить материал. А если сказать так и так, вне логики человек может и обидеться, скажет: а почему это так? А ему на это никто не ответит. Но мне важно знать, не против это Бога, то есть... Нет. Бог, он говорит, вообще он там не о мусульманах и не о христианах говорит. Он просто говорит: любите друг друга. Он же не говорил: мусульманам нельзя, буддистам нельзя с синтоистами связывать. Ничего подобного. Он дал общую такую нам установку: любите друг друга. А любить — это значит, безусловно, уважать. Во-первых, в основе любви настоящей лежит глубокое уважение. Если я люблю женщину, за что? Ну, не только за ее красивые глазки, а ведь ее качество, я же не мальчик. А вот я вижу, чего она стоит, как существо, как сила какая-то, как нежность. А вот когда мне с ней очень тепло и хорошо и постоянно, это о чем говорит? Что не душа такая. Она принимает излучение от Бога любви и практически почти не искажая или даже не искажая мне отдает. И я должен то же самое делать. Без всякой там корысти, без всяких там кулаков за пазух. Вот эту передачу мы должны. Тогда все нормально, кто бы ты ни был. Умей так отдать. Тогда ты любишь. Любовь, она же ничего не требует. Она не требует, что ты только на меня смотрел или смотрела, что ты только вот так и вот так делал. В любви нет насилия. В любви всегда отношения, всегда очень хорошее настроение. Если этого не умеют люди создать, у них нет любви. От любви никогда плохо не бывает. Никогда никаких долгов нет. Естественная любовь вызывает естественную верность, потому что мне, говорит, ничего не надо больше. Я сам не хочу никого другого. Я люблю. Понятие верности это не долг, это естественное состояние. Тогда и любовь должна быть естественна. Вот. Почему вот Станиславский что-то сказал, говорит: вы никогда не научитесь сыграть кошку, там, или вот, учитесь у кошки. Потому что кошка очень естественна. Вот и независимо, кстати. Вот. Так же и человек должен быть. Он должен быть естественный. А мы, как роботы, общественная мораль у нас такая, но мозги у нас мыслят по-другому, чувствуем мы по третьему, а поступаем по четвертому. Что это за жизнь такая? Как роботы испорченные. Привести себя к одному вектору. Как думаешь, так и говори, так и действуй, и чувствуй. Все одинаково должно быть. Отсутствие полное лицемерие должно быть. Считаешь, что это неправда,
но чувствуешь, что здесь опасно говорить. Тебя могут что-то такое накричать, и чувствуешь. А зачем говорить? Ведь теперь люди этого и не поймут, и не примут. А значит, это не полезно, а значит, молчи. Вот. То есть всегда как бы оценишь, нужно говорить, не нужно. Молчание золото, правильно. Хочешь что-то сказать? Не надо много говорить. Подумай сначала, как емко и просто изложить. Так, так и так. Все, хватит. Выслушал ответ, ушел. Игорь Николаевич, ну и как бы подводя итог нашей беседы, мне бы еще раз хотелось обобщить. И, то есть, ну, что бы вы, чего бы вы пожелали вот людям? Я пожелал бы им, конечно, любви и счастья, но еще раз говорю, что это все в руках самого человека. Представьте, что мир – это равновесная система. Что ты положишь на эти весы, то ты и получишь. Вот здесь плюс. Если человек добро творит, добро это возвращается к нему сторицей. Если он зло творит, зло сторицей возвращается. От кого все зависит? От человека самого. Поэтому люди, будьте самостоятельны в своих суждениях. Будьте независимы, не будьте зомбированы чужими и ложными идеями. Главное выбраться из-под хлама этих зомбирующих идей. Помните, что Бог один. Здесь на всех один, на всех людей земли. И найти Бога можно только исповедуя на практике Его закон. И с Богом дружить можно только исповедуя на практике закон. В этом есть любовь к Богу. По-другому Богу служить невозможно. Вот. И даже в молитве, я когда читаю, иногда люди смеются, молитва «Отче наш», «Отче наш, сущий на небесах». Люди проговаривают, и даже в Бога-то часто не верят. Я говорю, зачем вы кощунствуете тогда? Не говорите, если вы не верите. «Отче наш», если я говорю, я точно так же, как верю в своего Отца, я знаю, что Он там. Я это знаю, и поэтому имею право произносить эти слова. «Да будет воля Твоя». Человек так говорит, а живет своей кривой волей. Опять кощунствуете, говорю. Если вы зовете волю Божью, да будет воля Твоя, будьте добры, потихонечку приближайтесь к ней и исполняйте ее. Вот, а дальше хлеб нам насущный, наш насущный, дай нам на сей день. Чего вы просите? Кому там в огороде что-то не везет, кому там где-то, у кого ребенок, и все, да что вы попрошайки? Делайте добро, и оно к вам вернется, сторится, и все, и не надо будет попрошайка. Молитва, она не сколько как просьба, сколько как торжественное обещание, как понимание взаимоотношений человека с Богом. Вот. А дальше я говорю, я света прошу всегда. Если у меня что-то не получается, или, Господи, помоги мне понять, почему у меня не получается. Освети мой темный чуланчик, я в нем еще не очень в своей жизни что-то понимаю. И приходят какие-то намеки в жизни, я начинаю понимать, что нет, это подсказка. Вот такая стереотипная ситуация повторяется, ну вот в чем дело. Мне это дается намек, что я вот здесь не прав. И не раз дается. Оценил, перестроился, все стало получаться. Господи, спасибо, подсказка пришла. В жизни все нам дается. А дальше. Прости мне долги мои, как и я прощаю должникам своим. Я говорю, вы верующие, вы кому-нибудь истинно прощаете от сердца? И так подумаешь, видите, извини, нет, так поэтому и Бог вас так прощает. Вы же сами говорите. Прости мне долги, как и я прощаю должникам своим. Так будьте добры, умейте прощать сами истинно от сердца. Тогда и вам прощение придет. Не судите, да не судимы будете. Это что же соотносится как к молитве? А кто будет судить, будет судим тем же языком, судим тем же судом, которым сами судите. С какой яростью набрасываетесь на обидчика, с такой же яростью и закон говорит, а ты что, всегда сам святой? Тоже обижаешь кого-то. Вот. И так далее, и так далее. Молитву надо еще и прочувствовать. Если в конце концов говоришь «Аминь», с еврейского языка, с древнееврейского, переводится «истинно так». То есть ты еще и печать прикладываешь. Истинно так. Аминь, и перекрестился, еще одна печать. Вот и поэтому многие кощунствуют и даже не понимают, что это превращается в профанацию. Поймите суть молитвы, поймите, это же семантический ключ от неба. Почему вы болтаете много бу-бу-бу-бу-бу молитвы? Да не в количестве слов дело, и не в количестве молитв, а в ее качестве. В ее осмыслении, глубоком, душевном осмыслении. Поэтому я советую, вот, так же, как в других городах, для ярославца, это прекрасный город, очень красивый, с такими духовными традициями, столько церквей. Это, наверное, единственный город, который сохранил столько храмов. Красивых храмов. Вот. Просто немножко скорректировать надо понятие отношения с Богом. С Богом почитайте Библию. Там внимательно прочитайте и все поймете. Там же все написано. Просто люди передоверили посредникам, а на самом деле я прочитал, просто ужаснулся. Думаю, да как же так? Почему именно эти слова на проповедях всегда обходятся? Именно слова Христа, которые самые ценные. Ведь из христианства главное, что выбрали, страстную жизнь, страстной путь Христа. Вот он был, он там что-то делал, как бы свидетельство, и он погиб, и вот так вот погиб, вот это. А на самом деле суть христианства нигде не выдается. Ни в фильмах, ни в проповедях.
что возлюбить Бога своего, это есть любовь к Богу через выполнение заповедей. Это Иисус говорил, вот этого почему-то никогда не говорят.